Каждый раз, когда складывается впечатление, что историческая амнезия еврогрузин все же имеет пределы, в Габунистане решительно это впечатление разрушают. Глава лейбористской партии Грузии Шалва Нетилашвили призвал парламент страны принять постановление об историческом и текущем геноциде грузинского народа. Предыдущий материал о Габунистане был сделан мной по мотивам комментариев, оставленных еврогрузинами к нашим материалам. Так вот, некоторые меряющие людей по себе комментаторы написали, что я оставленные еврогрузинами брыжущий невежеством и ненавистью комментарии якобы выдумал ради хайпа. Хорошо, вот вам свежие слова не анонимного еврогрузинского обитателя интернета, а совестливого габунистанского политика Шалвы Нетилашвили. Стоят тяжелые дни, но никакие венки на могилах героев, сердобольные интервью не вернут нам территории, не сохранят родину и государство, не смогут уберечь нас от ожидаемых худших угроз, если весь мир не признает нас народом, жертвой геноцида. Для этого сначала мы должны признать самих себя такими, чего мы не сделали, заявил Нетилашвили. О чем говорит этот человек? Давайте почитаем текст постановления об историческом и текущем геноциде грузинского народа, которое Нетилашвили призывает утвердить в грузинском парламенте. Парламент Грузии в услышании всего мира со всей ответственностью заявляет, что грузинский народ как нация и как государство на протяжении тысячелетий является жертвой кровавых, жесточайших нападений, преследующих целью не только захват страны или ее части, но и физическое уничтожение грузинского народа, ликвидацию его культуры, вероисповедания, национальной самобытности. Очевидным подтверждением того являются исторически известные многовековые нашествия, среди которых отличаются походы арабов, персов, хазар, сельджуков, османов, монголов, иранцев, турок, за которыми последовали физическое уничтожение миллионов грузин по национальному признаку, а также переселение миллионов грузин со своих земель и их принудительное поселение в другой стране, и еще продажа десятков миллионов людей рабами, в основном на рынках Азии. Обратите внимание, русские в списке тех, кто геноцидил грузин в древние времена, отсутствуют. То есть тут у Нетилашвили хватило ума и совести не выдумывать то, чего не было. Хватило, правда, ненадолго, потому что уже в следующем абзаце он начинает нести такое, что впору изолировать политика в психоневрологическом стационаре. С 1801 года геноцид грузинского народа осуществляют власти всех формаций имперской России. Это подтверждает отмена грузинской государственности, упразднение автокефалии церкви, оккупация, аннексия в 1921 году, захват территорий независимой Грузии и их передача соседнему государству, где была осуществлена насильственная ассимиляция миллионов грузин, потеря языка, вероисповедания, культуры. Стоит внимания, что в войне между фашизмом и большевизмом в 1941-1945 годов из 3-миллионного населения погибли 400 тысяч грузин. Да, он не признает, что княжество Картли, в честь которого еврогрузины недавно переименовали свою страну в Сакартвело, само попросилось в Российскую империю, и притом на коленях. Видимо, то, что гордые картвеллы ползали перед русскими в коленно-локтевой позе, чтобы наши предки спасли их от реального геноцида, так травмирует сведомость Нетилашвили, что он готов сбежать в любой бред. Например, в тот, где у грузин отняли их язык. Погодите-ка, если его отняли, то на каком языке верещали участники беспорядков в Тбилиси? Явно ведь не на русском и не на английском. Владимир Владимирович, давай танки назад, Петю! А что касается аннексии в 1921 году, то как-то получается, что после этой ужасной аннексии население Грузии начало неуклонно расти. Из графика видно, что население грузинской ССР не упало катастрофически даже в ходе Великой Отечественной, которую габунистанец Нетилашвили лицемерно зовет войной между фашизмом и большевизмом, забывая, что сам он, либерал Нетилашвили, вообще-то появился на свет лишь благодаря победе Советского Союза над гитлеровцами. То есть еврогрузин плюет на подвиг собственных предков ради того, чтобы натянуть сову геноцида на глобус притеснения грузин советской властью. Впрочем, дальше Нетилашвили несет еще больший бред. Сегодня тоже политика геноцида является ведущей стратегией политики Кремля в отношении грузинского народа. Это однозначно подтверждают кровопролитные войны, начатые Россией в 90-е годы в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Посмотрите, этот грузинский нацист даже лицемерно отказывает осетинам в их этнической принадлежности, то есть отрицает их право на существование. Для него нет Южной Осетии, есть Цхинвальский регион. Что вы копаете здесь? Слушайте. Это территория Грузии, а вы оккупанты, как и русские оккупанты копают там в Цхинвале, в Абхазии, так и вы делаете здесь. Сегодня же соберется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. По вопросу этой агрессии вы передайте вашему руководству Баку там. Да. Самарчик. Вы продадите потом ваши фотографии на аукционе сотни прямо. Это Алиеву передайте все. Алиеву это все передайте, Алиеву. Это не ваша территория, где вы стоите, это наша. Знаете что? Когда ваши предки проживали в Среднюю Азию, наши предки вот строили эту культуру здесь. Вы из Средней Азии приехали, вы не имеете никакой связи с Кавказом. И это тоже перебрали. Ваша территория дальше, чем Баку. Чем либерал Натилашвили отличается от начавшего обе названные войны националиста Гамсахурдии? Ничем. Вернемся к геноциду. То есть, согласно Натилашвили, и при Российской империи, и при СССР был геноцид. И теперь геноцид. Но при тех геноцидах грузин становилось все больше, а при этом текущем наоборот. Это очевидное противоречие тбилисского либерала не смущает по причине отсутствия в его еврогрузинской голове умственной деятельности. И он предлагает Признать подтвержденным исторический и текущий геноцид для уничтожения грузинского народа. Вот по заключительному пункту с Натилашвили я бы даже согласился. Не удивляйтесь, ведь геноцид грузин и правда существует. Его проводят все власти незалежной Грузии, начиная с Гамсахурдии. Именно поэтому после 1991 года население, превращающееся в Габунистан Грузинской ССР, начало падать. То есть предложение главы лейбористской партии – это фактически явка с повинной. Если выбросить оттуда бред про оккупацию России, добавив про ответственность еврогрузинских властей за упадок республики, то документ можно принимать. В Тбилиси, впрочем, ответственность на себя, естественно, не примут. Это противоречит инфантильному сведомому дискурсу, в рамках которого за тупость еврогрузин и их нежелание жить в мире с соседями виноват кто угодно, но не они сами. А потом они прибегают ругаться в комментарии из-за того, что я зову их забывшую добро и не помнящую родства шашлычную демократию Габунистаном.